Сегодня мы отправимся в удивительное путешествие по следам древних тайн. Сначала мы погрузимся в загадочную историю Атлантиды, легендарного города, исчезнувшего в океанских глубинах. Затем окажемся в сердце Бермудского треугольника, где корабли и самолеты бесследно исчезают. Мы заглянем в Александрийскую библиотеку, чтобы вспомнить, какие знания были утрачены навсегда, и завершим путь среди величественных пирамид майя, хранящей секреты древней цивилизации. Устраивайтесь поудобнее, впереди вас ждет сборник захватывающих историй. Атлантида. Правда или миф? История затонувшей цивилизации. Где-то далеко, за пределами карт и привычных маршрутов, покоится одна из самых древних и загадочных легенд в истории человечества. История о месте, которое сочетало в себе богатство и могущество, знания и гордыню. О городе, исчезнувшем так стремительно, что многие усомнились, существовал ли он вообще. Атлантида. Слово, которое и по сей день заставляет воображение рисовать величественные дворцы, каналы, наполненные чистейшей водой, и улицы, утопающие в золоте. Слово, которое стало синонимом утраченного рая, великой тайны, скрытой в глубинах времени и воды. За 2500 лет, прошедших с момента первого упоминания Атлантиды, вокруг нее выросли сотни гипотез, теорий, догадок. Ее искали на дне океанов, среди песков пустынь и даже в недрах гор. Она вдохновляла писателей и лжепророков, авантюристов и ученых, мечтателей и шарлатанов. Но началось все с одного имени. Имя этого человека – Платон. Один из величайших философов античного мира. Его труды до сих пор изучают по всему миру, и, пожалуй, именно он подарил Атлантиде жизнь, или, возможно, миф. Около 350 лет до нашей эры Платон пишет два диалога – Тимей и Критий. Именно в них впервые появляется рассказ о великом острове, который находился за Геркулесовыми столбами, то есть за проливом, который сегодня мы называем Гибралтарским. По словам Платона, этот остров был крупнее Ливии и Малой Азии вместе взятых. На нем располагалась могущественная морская держава, обладавшая невероятным богатством, высокоразвитой культурой и мощной армией. Атланты подчинили себе множество других народов и были практически непобедимы. Центром острова был сам город Атлантида. Платон описывает его как удивительное место. В центре располагался дворец, окруженный концентрическими кольцами воды и суши. Каналы, мосты, храмы, стены, облицованные металлом. Все вокруг сияло. Золото, серебро, ореховые леса, источники горячей и холодной воды. По его словам, цивилизация Атлантиды была подарком богов. Но, несмотря на свою силу, атланты стали горды и жадны. Их нравы испортились, и они начали посягать на справедливость и баланс, нарушив законы, дарованные богами. Именно в этот момент, по словам Платона, на Атлантиду обрушилось божественное возмездие. В один день и одну ночь страшные землетрясения и наводнения стерли город с лица земли. Остров поглотила стихия. Так завершилась история великой цивилизации, исчезнувшей в пучине. Именно так в философском трактате появляется первое упоминание Атлантиды. И уже здесь с первых слов начинаются вопросы. Гибель Атлантиды. Но была ли это просто философская притча, или в словах Платона скрывалось нечто большее? Он писал, что Атлантида исчезла внезапно. В один день и одну ночь ее не стало. Остров поглотили гигантские волны, земля содрогнулась, и весь этот огромный могучий мир канул в бездну. Это описание поразительно. Не только своей драматичностью, но и тем, как оно перекликается с событиями, которые мы знаем уже с точки зрения науки. Некоторые исследователи считают, что Платон мог описывать последствия катастрофы, произошедшей за много веков до него.
возможно, по рассказам, переданным через поколения. Одно из таких событий – извержение вулкана на острове Санторини, древней Тиры, в Эгейском море. Около 1500 лет до нашей эры произошла одна из самых мощных вулканических катастроф в известной истории. Взрыв был настолько сильным, что уничтожил значительную часть острова, вызвал гигантские цунами и, возможно, стал причиной упадка минойской цивилизации на Крите. Земли исчезли, культуры пришли в упадок, следы затерялись. Совпадение или основа легенды? Существуют версии, по которым Платон знал об этой катастрофе через древние египетские источники, которые, в свою очередь, могли хранить воспоминания о тех трагических событиях. И если это так, возможно, Атлантида была реальной, просто искаженной временем. Но даже если Платон все придумал сам, его описание гибели не просто трагедия, это предупреждение. История о том, как могущество без морали ведет к краху. Где искали Атлантиду? Если Атлантида действительно существовала, где она могла быть? Этот вопрос задал себе не один десяток поколений исследователей, археологов, философов, мистиков и искателей приключений. И у каждого находилась своя версия. Одна из самых популярных теорий – остров Санторини в Эгейском море. Некогда он был круглым, с центральной частью, похожей на город, окруженный кольцами. После извержения вулкана он раскололся, оставив после себя гигантскую кальдеру. Некоторые исследователи видят в этом параллель с описанием Платона. Город в центре, окруженный водой и сушей по кругу. Кроме того, вулканическая катастрофа на Санторини действительно была масштабной, достаточно, чтобы стереть с лица Земли цивилизацию. Другая теория указывает на Атлантический океан, к западу от Гибралтара. Платон писал «за Геркулесовыми столбами», а это именно пролив, который отделяет Средиземное море от Атлантики. Некоторые полагают, что Атлантида могла быть крупным островом в центре Атлантики, который действительно исчез под водой. Эти идеи особенно активно развивались в эпоху географических открытий и позже, когда глубины океанов начали изучать с помощью подводных аппаратов. Есть и экзотические гипотезы, например, археологические структуры у Бимини на Багамах. Там нашли так называемую дорогу Бимини – каменные плиты, лежащие на морском дне. Для одних это просто геологическое образование, для других – следы древней затонувшей цивилизации. Одна из самых неожиданных версий – структура Ришат в пустыне Сахара. Огромный круг диаметром более 40 километров, видимый даже из космоса. Кольцеобразная форма, природные источники, следы древнего пребывания людей. Некоторые уверены, именно это и есть Атлантида. Просто не затонувшая, а засыпанная песками. Также были попытки найти Атлантиду в Антарктиде, на Кавказе, в Испании, на Каспийском море и даже в Южной Америке. С каждым десятилетием появлялись все новые теории, все новые карты, чертежи, сопоставления. И все это только подогревало интерес. Что интересно, Атлантида стала тем редким явлением, которое объединяет науку и фантазию. Ее ищут и археологи, и уфологи. Ее обсуждают в университетах и в конспирологических форумах. Она стала не только мифом, но и культурным феноменом. Атлантида как миф и метафора. Можно бесконечно спорить, была ли Атлантида реальна, но ее сила вовсе не в том, чтобы быть найденной, а в том, что она продолжает жить в человеческом воображении. Для Платона она, возможно, была не географическим объектом, а предупреждением. Притчей о том, как могущество, лишенное добродетели, приводит к падению. История Атлантиды – это история об опасностях гордыни,
о жажде власти, о цивилизации, которая забыла, откуда она пришла и ради чего живет. Многие видят в этом отражение вечного цикла – подъем, расцвет и крах. Цивилизации сменяют друг друга. Веками люди строят города, храмы, системы, а потом все исчезает – под водой, под песком, под толщей времени. И остаются только намеки, следы, легенды. Атлантида стала образом утраченного золотого века, идеального мира, который когда-то существовал, но его больше нет. Этот образ повторяется в мифах самых разных народов. В шумерских сказаниях легенда о древнем Эриду, в индийских текстах упоминания затонувшей цивилизации, в скандинавской мифологии Асгард, павший в Рагнарёке, в кельтских легендах остров Авалон, исчезнувший в тумане. Это общий мотив. Где-то был прекрасный мир, и он исчез. И чем больше проходит времени, тем сильнее тянет к нему память, даже если он никогда не существовал. Атлантида — это не просто место, это идея. Она внутри нас, в мечте о гармонии, в тоске по утерянному, в попытке найти что-то великое не в мире, а в себе. С каждым столетием Атлантида все глубже уходит в легенду. Она плывет сквозь века, неся с собой тени утраченного величия и звуки, которых больше никто не слышал. Где она, никто не знает. Существовала ли, никто не доказал. Но кажется, что это уже не так важно. Важнее другое. Человечество продолжает искать ее на картах, в книгах, в морских глубинах, в архивах древних культур. И, возможно, в самом этом стремлении что-то очень настоящее. Мы хотим понять, может ли быть мир, где разум и сила жили в балансе. Мир, где люди жили в согласии с природой и богами. И если он был, возможно, однажды мы его найдем. А может быть, мы просто не перестаем мечтать. Бермудский треугольник. Тень Атлантиды. Сегодня мы отправимся в одно из самых загадочных мест на Земле. Представьте себе бескрайний океан, темные волны, что скрывают тайны глубин. Где-то там, между Майами, Бермудскими островами и Сан-Хуаном, лежит треугольник. Место, где исчезают корабли, самолеты и даже время. Его называют Бермудским треугольником. Но что скрывается за этими исчезновениями? Природная аномалия? Человеческая ошибка? Или, может быть, что-то гораздо древнее? Тысячи лет назад философ Платон рассказал о цивилизации, что исчезла в один день и одну ночь. Атлантида. Город чудес, поглощенный морем. И вот уже века люди ищут ее следы. А что, если мы уже нашли их, но не поняли этого? Что, если Бермудский треугольник — это не просто участок воды, а эхо той самой Атлантиды, до сих пор говорящая с нами через пропавшие корабли и странные огни под водой? Закройте глаза, выключите свет. Представьте, вы стоите на палубе старого судна. Компас в ваших руках дрожит. Стрелка кружится без остановки. Вокруг белый туман, и где-то вдали слышен звук. Не то волны, не то шепот. Сегодня мы попробуем разгадать эту тайну, или хотя бы заглянуть в нее. Это будет долгий путь, полный историй, фактов и вопросов без ответов. Так что устраивайтесь поудобнее и слушайте. Итак, что же такое Бермудский треугольник? Представьте себе участок Атлантического океана, около 700 тысяч квадратных километров. Это треугольник, вершины которого Майами, Бермудские острова и Сан-Хуан в Пуэрто-Рико. На карте он выглядит как обычная часть моря. Но для моряков и пилотов это место давно стало синонимом страха. Почему? Потому что здесь исчезают без следа. Впервые о треугольнике заговорили в 20 веке,
хотя странные истории ходили и раньше. Название «Бермудский треугольник» закрепилось в 1964 году, когда журналист Винсент Гаддис написал статью для журнала «Аргоси». Он собрал случаи пропаж кораблей и самолетов в этом районе и задался вопросом, что здесь происходит. Но сама история началась гораздо раньше. Еще в 1492 году Христофор Колумб, проплывая через эти воды, записал в своем дневнике странное. Компасы вели себя ненормально, а в небе он видел огненные линии. Может, это было первое предупреждение. С тех пор список пропаж только рос. Корабли находили пустыми, без экипажа, будто люди просто испарились. Самолеты исчезали с радаров в ясную погоду, и ни обломков, ни следов. За 20 век в треугольнике пропало больше 50 судов и 20 самолетов, унеся с собой сотни жизней. Но цифры – это только начало. За каждым случаем история, и мы еще вернемся к ним. Почему же это место так манит и пугает? Может, дело в его расположении? Треугольник лежит на пересечении мощных течений, вроде Гольфстрима и глубоких океанских впадин. Или в погоде. Внезапные штормы здесь не редкость. Но есть и те, кто смотрит глубже. Они спрашивают, а что, если под водой скрыто нечто большее? Нечто, что тянется к нам из прошлого. И тут на сцену выходит Атлантида. Пока ученые спорят о природных причинах, другие указывают на совпадение. Треугольник находится там, где, по словам Платона, могла лежать затонувшая цивилизация. Город технологий и чудес, исчезнувший 12 тысяч лет назад. И если он действительно там, под толщей воды, неужели он молчит? Или мы просто не умеем слушать? Если Бермудский треугольник – это загадка, то Атлантида – ее древний ключ. Чтобы понять, как они связаны, нам нужно вернуться назад, очень далеко назад. Примерно 2400 лет назад древнегреческий философ Платон написал 2 диалога – Тимей и Критий. В них он впервые рассказал миру об Атлантиде. Это была не просто сказка. Платон утверждал, что услышал эту историю от своего предка Солона, который, в свою очередь, узнал ее от египетских жрецов в городе Саис. Что же говорил Платон? Атлантида – это огромный остров, больше, чем Ливия и Азия вместе взятые. Он лежал за Геркулесовыми столбами, так в древности называли Гибралтарский пролив, выход в Атлантический океан. На этом острове жила могущественная цивилизация. Они строили города с кольцевыми каналами, храмы из золота и серебра и владели технологиями, о которых мы можем только гадать. Их корабли бороздили моря, их армия покоряла земли. Но главное, у них были знания, далеко опережающие их время. Однако все закончилось в один день и одну ночь. Платон пишет, что около 12 тысяч лет назад Атлантида исчезла. Землетрясения и наводнения поглотили ее, оставив после себя только море. Почему? Платон говорит о гордыне. Атланты стали слишком жадными, слишком властными, и боги покарали их. Но что, если это не просто миф? Что, если под этой историей скрыта правда? Теперь давайте посмотрим на карту. Бермудский треугольник лежит в Атлантическом океане, за теми самыми Геркулесовыми столбами. Совпадение? Возможно. Но есть и другие подсказки. Египетские жрецы, от которых Солон узнал об Атлантиде, говорили, что она была уничтожена катастрофой за 9000 лет до их времени. Если сложить эти годы с эпохой Платона, мы снова получаем примерно 12 тысяч лет назад. Время, когда таяли ледники, поднимался уровень моря, и целые земли уходили под воду. И вот вопрос, могла ли Атлантида действительно существовать?
Ученые спорят до сих пор. Одни считают ее выдумкой, моральным уроком от Платона. Другие ищут ее следы на Санторини, в Средиземном море или даже в Карибском бассейне недалеко от треугольника. Но есть те, кто смотрит прямо в сердце Атлантики. Они спрашивают, а что если Бермудский треугольник – это не просто аномалия? Что если это место, где Атлантида все еще напоминает о себе? Через странные огни, сбивающиеся компасы и исчезающие корабли. Может, она не молчит? Может, мы просто забыли ее язык? Если Атлантида действительно лежала там, где сейчас плещутся волны Бермудского треугольника, то должны остаться следы. И знаете что? Они есть. Под водой, в темных глубинах, люди находили странное. Что-то, что не укладывается в привычную картину. Давайте спустимся туда вместе и посмотрим, что скрывает океан. Начнем с самого известного. В 1968 году у Багамских островов, прямо в сердце треугольника, дайверы наткнулись на так называемую «дорогу Бимини». Это длинная полоса огромных плоских камней, уложенных ровными рядами под водой. Некоторые из них весят тонны, а длина дороги тянется на сотни метров. Ученые сначала сказали, это просто природа, работа волн и течений. Но другие возразили, камни слишком ровные, слишком симметричные. А один из первооткрывателей, доктор Мэнсон Валентайн, заявил, это дело рук человека. Или, может, не совсем человека. Дорога Бимини лежит всего в нескольких метрах под водой, но рядом глубокие впадины, уходящие на тысячи метров вниз. И вот что странно. Некоторые исследователи нашли там еще больше. В 70-х годах прошлого века экспедиции сообщали о подводных стенах, пирамидах и даже кругах из камней. Один пилот, пролетая над треугольником, заметил под водой огромный прямоугольник, как будто следы затонувшего города. Но когда туда отправились дайверы, все оказалось покрыто илом и песком, словно море прячет свои тайны. А что говорят местные? Рыбаки с багом рассказывают истории о белой воде, странных светящихся пятнах, которые появляются и исчезают. Иногда они видят огни под водой, яркие, как звезды, но слишком глубокие, чтобы быть чем-то обычным. В 1977 году корабль «Мария Целеста» нашли в треугольнике пустым, экипаж пропал, а на борту все было не тронуто. И такие случаи не редкость. Может, это просто игра света? Или что-то древнее все еще работает там, внизу? Есть и еще одна подсказка. В 80-х годах исследователи заметили, что в районе Бермудского треугольника иногда находят странные кристаллы, небольшие, прозрачные, с необычной структурой. Один из них даже попал в руки ученых, но те только пожали плечами. Слишком мало данных. А ведь Платон писал, что атланты владели огненными камнями, которые давали им силу. Совпадение? Или осколки прошлого, всплывающие на поверхность? Конечно, скептики скажут, все это можно объяснить. Камни природные, огни, биолюминесценция, кристаллы – просто мусор. Но тогда почему эти находки сосредоточены именно здесь, в треугольнике? Почему они так часто идут рядом с рассказами о пропавших кораблях и сбитых компасах? Может, Атлантида не просто утонула. Может, она ждет, когда мы найдем ее снова. Мы нашли следы под водой. Камни, огни, кристаллы. Но что все это значит? Почему Бермудский треугольник так отличается от других мест на Земле? Давайте разберемся. Есть несколько теорий, и каждая из них как кусочек пазла. Одни смотрят в прошлое, другие — в науку, а третьи — за грань привычного. Погрузимся в них вместе. Первая теория — технологии Атлантиды. Платон писал, что атланты владели огненными камнями, которые давали им силу. Что, если это были не просто украшения,
А источник энергии, представьте, огромные кристаллы, спрятанные под водой, все еще работают спустя 1000 лет. Они могли создавать электромагнитные поля, сбивающие компасы и выводящие из строя двигатели. В 70-х годах прошлого века пилоты в треугольнике сообщали о странных помехах в радио. Голоса пропадали, приборы гасли, а моряки видели вспышки света там, где не должно быть ничего. Может, это остатки машин Атлантиды, забытых, но не мертвых. Вторая теория – природа. Ученые говорят, что треугольник – это котел аномалий. Под дном океана залегают залежи метана. Если они прорываются, пузыри газа всплывают, вода теряет плотность, и корабли тонут, как в трясине. А в воздухе метан может взрываться, сбивая самолеты. Добавьте сюда Гольфстрим, мощное течение, которое уносит обломки, и воздушные бомбы, внезапные ураганы, рождающиеся из ниоткуда. В 90-х годах прошлого века исследователи доказали, что такие явления возможны. Но почему тогда находят пустые суда, а экипажи исчезают? Третья теория уходит дальше. Некоторые верят, что треугольник – это портал. Да, звучит как фантастика, но послушайте. В 1945 году 5 бомбардировщиков рейса 19 пропали в ясный день. Перед исчезновением пилот сказал: «Мы словно в белой воде, все не так, как должно быть». А позже один из выживших, чей самолет вернулся, говорил о туннеле в облаках. Что если Атлантида оставила не просто машины, а проход в другое время или пространство, и те, кто исчез, не утонули, а ушли туда? Есть и четвертая идея – проклятие. Легенды Багамских островов шепчут о духах, что охраняют старые воды. Может, атланты, потеряв свой мир, остались здесь в иной форме? Огни под водой, шепоты в эфире, корабли без людей – это их голоса. Скептики смеются, но рыбаки, годами ходившие в треугольник, не любят говорить о нем громко. Они знают, море слушает. Так что же правда? Технологии, природа, порталы или древние тени? Каждая теория объясняет что-то, но не все. И вот в чем загвоздка. Чем больше мы узнаем, тем больше вопросов. Может, Атлантида хочет, чтобы мы искали, или чтобы мы боялись? Мы прошли долгий путь. От древних слов Платона до камней под водой. От пропавших кораблей до теорий, что будоражат воображение. Бермудский треугольник и Атлантида – две загадки, что переплелись в одну. Но что мы нашли? Ответы? Или только новые вопросы? Может, где-то там, под толщей Атлантического океана, лежат руины города, что когда-то сиял ярче солнца? Может, его кристаллы все еще шепчут, а тени прошлого смотрят на нас из глубин? Или это просто море, огромное, равнодушное, играющее с нами в свои игры? Метан, течение, штормы и никаких чудес. Что вы думаете? Голос Атлантиды или тишина природы? Одно точно – треугольник не отпускает. Каждый год кто-то отправляется туда. Ученые, искатели, просто любопытные. И каждый раз он напоминает: мы знаем так мало. 12 тысяч лет назад что-то случилось, мир изменился, и, возможно, его отголоски все еще звучат. В белой воде, в дрожащих компасах, в пустых палубах. Так что же дальше? Будем искать? Или оставим море в покое с его тайнами и тенями? Это ваш выбор. Пишите в комментариях, что вы думаете, миф или правда. И если эта история зацепила вас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Art-History и включайте колокольчик. Спокойной ночи и берегитесь странных огней над водой. Что мы потеряли вместе с Александрийской библиотекой? Представьте себе место, где собрано все знание человечества. Место, где мудрецы спорят о смысле жизни, где математика соседствует с поэзией, а философы смотрят на звезды, пытаясь понять устройство Вселенной.
Такое место действительно существовало. Оно стояло на берегу Средиземного моря, в городе, названном в честь великого завоевателя. Это была не просто библиотека. Это была мечта о всезнании, застывшая в камне и папирусе. Сегодня мы расскажем вам о библиотеке Александрии, самом загадочном и легендарном хранилище знаний в истории человечества, о том, как она появилась, кто ее создавал, какие тайны она скрывала, и почему исчезновение библиотеки стало символом утраты чего-то по-настоящему великого. Устраивайтесь поудобнее, закройте глаза и позвольте себе на время оказаться в другом времени. В городе, где каждую ночь над крышами домов плывет аромат моря, а в тишине слышен голос истории. Чтобы понять, как появилась Великая библиотека, нужно вернуться назад на более чем 2000 лет. В III веке до нашей эры на северном побережье Египта, там, где Нил впадает в Средиземное море, стоял молодой город. Он был назван в честь человека, чье имя до сих пор произносится с уважением – Александра Македонского. Александр завоевал половину мира, но умер молодым, не успев завершить свой грандиозный замысел – объединить Восток и Запад. После его смерти его военачальники разделили империю. Египет достался одному из них – Птолемею, который вскоре провозгласил себя царем и основал династию Птолемеев. Птолемеи хотели превратить Александрию в нечто большее, чем просто столицу. Они мечтали сделать ее интеллектуальным центром мира. Символом этой мечты должна была стать библиотека, которая вобрала бы в себя все знания человечества, от египетской мудрости и вавилонской астрономии до греческой философии и индийской математики. По легенде, идею предложил Диметрий Фалерский, философ и ученик Аристотеля, бежавший из Афин. Он предложил Птолемею: «Если ты хочешь быть не просто правителем, а освещать путь будущим поколениям, начни собирать книги, все книги, со всего мира». Так и началась история величайшего хранилища знаний античности. Строительство библиотеки шло одновременно с развитием Мусейона, института ученых и поэтов, своеобразного прототипа университета. Эти два центра стали сердцем культурной жизни Александрии. Каждое прибывающее в порт судно досматривали. Все найденные книги и свитки временно изымались, копировались писцами, а оригиналы нередко оставлялись в библиотеке, возвращая копии владельцам. Таким образом, коллекция росла с небывалой скоростью. Многие историки считают, что в ее золотой век в библиотеке хранилось свыше 700 тысяч свитков. Это было место, где власть, философия и амбиции слились в одно – в стремлении овладеть всем знанием мира. Представьте, как вы входите в огромное здание. Высокие колонны, мраморный пол, арочные окна, сквозь которые льется мягкий свет. Тишина. Только шелест свитков, да редкий звук шагов. Это Великая библиотека Александрии. Здесь все было подчинено одной цели – собрать, сохранить и изучить все знание мира. Свитки размещались в специальных нишах, по темам и авторам. Каждому свитку присваивалась метка, а над коллекцией трудились специально обученные библиотекари-филологи. Главным считался Зенодот из Эфеса, который первым начал систематизировать тексты. Он редактировал Гомера, отделяя подделки от подлинников. В библиотеке работали копировщики. Они вручную переписывали тексты, нередко улучшая или даже исправляя их. За день один писец мог переписать несколько десятков строк. Работа длилась годами.
но результат сохранялся на века, пока не исчез. Здесь трудились астрономы, математики, врачи, поэты, лингвисты. Они спорили, обучали друг друга, исследовали небо, диссектировали тела, изучали философию и историю. Имена, знакомые каждому школьнику: Эвклид, Архимед, Эратосфен, Гиппарх, не просто упоминались в этих стенах. Они жили здесь, работали, учились и обучали других. Эратосфен, к примеру, в этих самых залах впервые вычислил окружность Земли и почти не ошибся. Он сравнивал тень от палки в Александрии и в Сиене, современной Асуане, в день летнего солнцестояния и по углу рассчитал кривизну планеты. Это было более чем за 2000 лет до запуска первого спутника. Герофил и Эразистрат, пионеры медицины, впервые описывали работу мозга, нервной системы и сердца. Они вскрывали тела, изучали артерии, наблюдали за живыми реакциями организма. По тем временам почти кощунство, но для науки прорыв. И все это здесь, под сводами библиотеки, где каждый свиток мог стать началом новой эры. Это было место, где мысли говорили громче власти, где ученые становились героями, а истина была целью, а не инструментом. Среди миллионов свитков, хранившихся в Александрийской библиотеке, были тексты, которые современному человечеству остаются неизвестны, утерянные навсегда. И именно в этом кроется одна из самых больших трагедий истории. Библиотека собирала все, от трактатов по медицине и астрономии до поэзии, драм и религиозных текстов. Особенно ценились труды древних египтян, персов, индийцев, вавилонян. Многие из них были переведены на греческий, иногда по частям, иногда с утратой смысла. Но даже фрагменты были бесценны. Именно здесь появился один из самых загадочных проектов античности – Септуагинта. Это первый в истории перевод Ветхого Завета с иврита на греческий язык. Легенда гласит, что 72 ученых из Иудеи работали над ним по отдельности, и каждый написал один и тот же текст, слово в слово, совпадение или знак свыше. Ходили слухи и о других, куда более загадочных текстах. Некоторые верили, что в залах библиотеки хранились трактаты атлантов, тексты о древней цивилизации, погибшей в водах океана. Кто-то говорил о машинах Архимеда, которые могли двигаться без участия человека, о рецептах греческого огня, утраченного оружия, способного гореть на воде, о магических формулах, привезенных с Востока. Даже труды Аристотеля, которые мы знаем, лишь малая часть того, что было собрано его учениками. Говорят, в Александрии хранились его личные заметки, возможно, с идеями, опередившими время на века. Были ли там древние карты мира, которые изображали Америку задолго до Колумба? Были ли трактаты о звездах, способные предсказать движение планет с точностью, которую мы открыли лишь в 20 веке? Мы не знаем. И, скорее всего, никогда не узнаем. Каждый сгоревший или украденный свиток – это история, которой мы не услышали. Это человек, который мог бы изменить ход науки. Это путь, который больше не существует. Библиотека стала не просто символом знаний. Она превратилась в храм утраченного, в мечту о том, что могло быть. Она стояла веками, пережила смену династий, войны, заговоры. В ее стенах молчаливая сила. Но даже она оказалась смертна. Как погибла Александрийская библиотека?
Историки до сих пор не сошлись во мнении. У нее, как у мифического существа, было не одно разрушение, а несколько. Каждое – удар по памяти человечества. Первая трагедия. Юлий Цезарь. В 48 году до нашей эры Александрия погрузилась в хаос. Юлий Цезарь прибыл в Египет, преследуя соперника – Помпея. Но вместо простой победы оказался втянут в гражданскую войну египтян между Клеопатрой и ее братом. В разгар сражений Цезарь приказал поджечь корабли в гавани, чтобы перекрыть путь врагу. Огонь вырвался из-под контроля. Пламя перекинулось на город. А оттуда, по одной из версий, и на склады, где хранились тысячи свитков. Сам Цезарь писал: «Сгорело множество свитков, хранившихся в пристанях». Историки спорят, была ли это сама библиотека или одно из ее хранилищ. Но ясно одно – часть собрания исчезла в огне навсегда. Вторая трагедия. Христианская эпоха. Прошло почти 4 века. Христианство стало государственной религией Римской империи. В Александрию пришли новые времена, вместе с новым нетерпением к старым знаниям. В 391 году нашей эры по приказу императора Феодосия началось уничтожение языческих храмов. Один из них – Серапеум, храм, который служил вторым хранилищем библиотеки. Монахам и солдатам приказали разрушить места языческого безумия. Статуи были сброшены, книги сожжены или выброшены на улицу. Третья трагедия. Смерть Гипатии. В 415 году толпа фанатиков схватила женщину. Ученую, философа, математика. Гипатию. Она преподавала в Александрии и считалась последним символом эллинской науки. Ее растерзали на улицах города, без суда, без права на слово. С ее смертью умолк последний голос древнего знания в Александрии. Четвертая версия – арабское завоевание. В 647 году, во времена халифа Омара, арабские войска вошли в Египет. По легенде, один из полководцев спросил, что делать с книгами в библиотеке, и получил ответ: если в них есть то же, что в Коране, они не нужны. Если противоречат, тем более. Свитки бросали в бани, растапливали печи. Их хватило, как писали позднее, на 6 месяцев горения. Эта история, возможно, легенда, но она слишком символична, чтобы ее игнорировать. Так погибла библиотека. Не сразу, не от одного удара, а медленно, под тяжестью невежества, страха и нетерпимости. Она исчезала как будто по капле, пока от океана знаний не осталась пустыня. Когда горит здание, остается пепел. Когда сгорает библиотека, остается пустота. Сотни тысяч свитков. Мысли, открытия, мечты. Голоса тех, кто жил задолго до нас, были заглушены навсегда. Что мы потеряли вместе с библиотекой Александрии, мы не знаем точно, и это самое страшное. Возможно, среди этих свитков были схемы механизмов, которые могли бы изменить индустрию за 1000 лет до нашей эры, медицинские трактаты, способные спасти миллионы, философские концепции, способные предотвратить войны, математические методы, которые мы открыли только в наше время. Мы могли бы запустить первые аппараты в небо не в 20 веке, а в 10-м, открыть микробы не в 17 столетии, а в 3-м. Понять химию не через алхимию, а через науку. Но мы не смогли. Тысячи лет человечество шло почти вслепую, изобретая заново то, что, возможно, уже было известно. И виной тому
не время, не судьба, а человеческое невежество, страх, фанатизм. Потеря библиотеки – это не просто исторический факт, это урок. Напоминание о том, как легко разрушить великое и как трудно построить. Все, что осталось от Великой библиотеки Александрии – это воспоминания. Сгоревшие залы, утерянные имена, растворившиеся в пыли свитки. Но дух библиотеки жив. Он жив в каждом, кто ищет ответы, кто задает вопросы, кто учится, спорит, читает, сомневается. Знание – это не стены и не бумага. Это свет, который мы передаем дальше. И потому, через тысячи лет, люди все еще вспоминают о библиотеке. О том, какой она могла быть. О том, чем она была. О том, чем она остается. Символом мечты о знании без границ. В начале 21 века, в том же самом городе, на том же берегу, где когда-то шумели пергаменты, была построена новая библиотека – Библиотека Александрина. Современная, стеклянная, наполненная светом. Она не претендует вернуть утерянное. Она лишь напоминает: мы все еще способны помнить, способны учиться, способны не повторить прошлое. Мы больше не охраняем знания в храме из камня. Теперь они в интернете, в облаках, на экранах. Но от этого они не стали менее хрупкими. Каждый раз, когда мы презираем книгу, смеемся над ученым, запрещаем идеи, мы подносим огонь к тем же самым полкам, что сгорели 2000 лет назад. Библиотека Александрии – не просто история. Это предупреждение. И надежда. Если мы ее помним, она все еще с нами. Древние майя. Тайны пирамид в сердце джунглей Юкатана. Сегодня мы отправимся в путешествие сквозь века, туда, где в тени изумрудных джунглей скрывался народ, способный бросить вызов времени. Это цивилизация майя, мастера письма, создатели безупречного календаря и городов, которые пережили тысячи лет. Их мир простирался от побережий Мексики до гор Гватемалы, от рек Белиза до долин Гондураса и Сальвадора. Более 3000 лет они ткали полотно своей истории, пока в XVI веке не появились испанские конкистадоры. В отличие от великих империй древности, майя не стремились объединиться под одной короной. Их цивилизация была мозаикой городов-государств, каждый из которых жил по своим законам и поклонялся своим богам. Представьте рассвет. Над хижинами с соломенными крышами поднимается золотой туман. Крестьянин склоняет голову, шепча молитву богам кукурузы, священного зерна, от которого зависела сама жизнь. Женщины, ритмично растирая зерна на каменных плитах, превращают их в мягкое тесто для тортилей. Мужчины уходят в поля и мастерские. Дети смеются во дворах, а на вершинах пирамид уже клубится дым благовоний. Жрецы встречают новый день. В сердце города, за каменными стенами, живет знать. Яркие ткани облекают их в солнечные и небесные цвета, золото и нефрит сверкают на коже, а перья птицы, кетцель возвышают их над простыми смертными. Майя создали единственную в доколумбовой Америке полноценную письменность. Каждый иероглиф – это и слово, и звук, и картина. На камне, глине и страницах из коры они запечатлели мифы, войны и путь звезд по ночному небу. Их календарь и сегодня поражает ученых. Длина года, рассчитанная с погрешностью в считанные секунды. Майя предсказывали затмения, вычисляли циклы планет и видели время как вечное колесо, где прошлое и будущее встречаются вновь. Без железа, колеса и тягловых животных они возводили города-гиганты. Пирамида Кукулькана в Чичен-Итце, храмы Тикаля, взмывающие в небо на 6 десятков метров, немые титаны, пережившие века. В их мире жили боги и духи. Кукулькан – пернатый змей, Чаак
властелин дождей, юный бог кукурузы, который умирал и воскресал вместе с урожаем. Обряды вершились на вершинах пирамид. Там жрецы в клубах Капала приносили жертвы, шептали заклинания и обращались к предкам, чтобы удержать равновесие мира. Вселенная для майя была гигантским деревом, корни тянулись в подземный мир, ствол поддерживал землю, а крона касалась небес, где жили боги. Но в IX веке произошло нечто, чего не могут объяснить до конца. Города пустели. Чичен-Ица, Тикаль, Паленке, вчерашние центры силы, превращались в безмолвные каменные тени. Ученые спорят до сих пор. Засуха, войны, болезни. Вероятно, все это вместе сложилось в роковой узел. Но майя не исчезли. Сегодня более 6 миллионов их потомков живут в Центральной Америке, сохраняя язык и обычаи предков. Каждый год археологи находят под покровом джунглей новые города. И никто не знает, какие тайны еще ждут своего часа. Древние майя оставили нам не только каменные чудеса, но и предупреждения. Даже величайшие цивилизации хрупки, и их судьба в руках тех, кто живет сегодня. С вами был Арти. Пока и до новых старых историй.